Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом необычных блинов. Без муки и без сахара. Такие блины подходят тем, кто придерживается кето-диеты, и они прекрасно подходят для диабетиков. Эти блины можно делать и сладкими, и не сладкими. Если хотите сделать их сладкими, добавьте или сахарозаменитель. И рекомендую добавить немного ванили. Тогда они будут просто великолепные, очень ароматные. У меня же сегодня блины с начинкой с мясной, с куриным фаршем, с луком. Это невероятно вкусно. Друзья, я рекомендую попробовать эти блины. Уверена, что ваша семья не догадается, что они приготовлены без муки. Обязательно пишите об этом в комментариях. Будет интересно почитать, кто-то догадался или нет. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления блинов мне понадобится тесто я буду замешивать в блендере, так как перемешать крем-чиз венчиком довольно сложно. А в блендере это все будет очень быстро и просто. Разбиваю в миску яйца, добавляю соль. Если вы хотите готовить сладкие блины, но не использовать сахар, добавляйте сахарозаменитель. Столько, сколько вы хотите. Я сегодня блины готовлю не сладкие, но для баланса вкуса добавлю 1 чайную ложку сахара. Также для рецепта понадобится творожный сыр. Я использую Филадельфию, можно использовать любой творожный сыр. Отправляю его в чашу блендера. Также добавляю пол чайной ложки соды. Это примерно 2 грамма. Перемешиваю все до однородности. Для рецепта я использую яйца небольшого размера. Вес яйца со скорлупой примерно 55-58 граммов. Если вы будете использовать крупные яйца, берите 5 штук. Переливаю тесто в миску. По консистенции оно получается вот такое жидкое. Добавляю в него растительное масло. И можно сразу печь блины. Кстати, если вы будете печь сладкие блины, можно сюда добавить еще немного экстракта ванили. Я поставила разогреваться сковородку. Слегка смазываю ее растительным маслом без запаха. Наливаю тесто на сковородку и распределяю ровным слоем. Пеку блины на небольшом огне до красивого румяного цвета с 2 сторон. Благодаря соде появляются вот такие дырочки. Со второй стороны блин обжариваю буквально несколько секунд. Снимаю на тарелку. У меня сковородка с хорошим покрытием и толстым дном. Диаметр по дну 16 сантиметров. Я не рекомендую готовить эти блины на сковороде с большим диаметром, так как их будет трудно перевернуть. И таким образом пеку все блины. Блины получаются вот такие красивые. Вообще не скажешь, что готовим их без муки. Нет никакого отличия от обычных блинов. Все блины у меня испеклись. Всего из этого количества ингредиентов у меня получается примерно 15-16 блинов. Конечно, количество блинов будет зависеть от того, на какой сковороде вы их печете и какой толщины. И, конечно, их можно приготовить с любой начинкой. А сегодня мои блины я буду делать с мясной начинкой с куриным фаршем. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла. Небольшими кубиками порежу 2 средние луковицы. Обжариваю лук до золотистого цвета. Пока обжаривается лук, измельчу в блендере кусочки отварной курицы. У меня вот такие 2 небольшие грудки. Измельчаю. К обжаренному луку добавляю куриный фарш. Огонь делаю тише. По вкусу добавляю специи, соль, черный перец. Добавлю чайную ложку сушеного чеснока. Перемешиваю. Чтобы фарш не был сухим, добавляю в него немного куриного бульона. Перемешиваю. Обязательно попробуйте начинку на вкус, и можно снимать ее с плиты. Начинка получилась очень нежная и вкусная. На блинчик выкладываю начинку и формирую вот такой конвертик.
При желании блины можно еще обжарить на сковороде. Я этого делать не буду, так как я уже дополнительно обжаривала фарш. Вот такие блины с начинкой у меня получились. И они такие вкусные, и очень полезные, и сытные. Эти блины просто великолепные. Они такие нежные. Для меня по вкусу они вообще ничем не отличаются от обычных блинов. Особенно, когда здесь есть начинка. Друзья, я очень рекомендую их приготовить и попробовать. Это реально так вкусно. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, друзья, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.